Прости, я тебя не заметила. Ой, нет, все в порядке, не переживай, я уже все выучила. Просто повторяла материал, чтобы он уж точно остался у меня в голове. Да, я частенько залипаю здесь в библиотеке, поэтому иногда даже могу не заметить, кто сидит рядышком. Настолько увлекаюсь процессом. Мы с тобой виделись, как я помню, на истории, верно? Да, точно, на истории. Искорка. О, да, это новая тема с чудом-молниями. Боже мой, мне так она понравилась. Было настолько интересно. Так ты не поняла эту тему? Может быть, я смогу тебе помочь? Ну, проведу мини-лекцию с рисунками, и тогда ты, я уверена, все запомнишь. Нет, не переживай, мне правда не сложно. Знаешь, для меня учеба — это особенный процесс, но я думаю, что он будет втройне прекрасен, если я буду делиться им со своим другом. И помогать, конечно. Так, давай будем готовиться. Что насчет того, чтобы ты присела ко мне рядышком? Я сделаю некоторые зарисовочки, повторю материал немного. На самом деле я все помню, но повторить никогда не помешает. Переживаешь? Ты знаешь, это напоминает мне о моменте, когда мы вместе с моей подругой Радугой Дэш пытались выучить историю. Но как? Я пыталась ее научить. Знаешь, в конце концов, каждая из нашей компании пони пыталась как-то своим способом донести до нее всю эту информацию. Например, Флаттершай устроила целый спектакль. А что насчет Рарити? Рарити в своем репертуаре прошлась по мире моды того времени. А Пинки Пай тогда даже сочинила рэп. Но, к сожалению, это не помогло. И в конце концов мы с девочками поняли, что у каждой пони свой способ запоминания. В общем-то, не стоит считать себя глупой, если не можешь запомнить какой-то материал. Все приходит с опытом, знание — это кладезь. Так что давай начнем. Я выделю основные моменты, чтобы эта тема была не настолько обширной. Думаю, расскажу тебе об основных событиях, что произошли, чтобы ты уж точно была готова к ближайшему экзамену. Хорошо? Тогда садись ко мне и будем начинать. Итак, позволь для начала я нарисую принцессу Селестию и принцессу Луну.
Что ж, начнем лекцию. До большого разлада Селестии и Луны не было потребности в страже земных пони, единорогов и пегасов, или иначе аббревиатура ZAP. Но после изгнания Луны на Луну были сформированы защитные отряды пони. Давай я сейчас еще нарисую, и ты запишешь эту аббревиатуру, чтобы точно запомнить. Вот здесь наглядно показано, чтобы ты запомнила: земные пони,
единороги и пегасы. В годовщину первого Селестийского года мира проводилось празднование. Для помощи в проведении этого торжественного мероприятия были отобраны элитная команда воздушных экспертов под руководством генерала Firefly. Firefly. Это тоже запиши. Изначально в отряде было 7 пегасов. 7 пегасов. Такая забавная семерочка получилась у нас. 7 пегасов. Их выступление было настолько энергичным и насыщенным, что на толпу посыпались магические молнии. Все пони были так восторжены, что с согласия генерала Firefly назвали летунов чудо-молниями. Командир Изи Глайдер, главный хореограф чудо-молний, поставил летные фигуры, которые до сих пор используются чудо-молниями. И одна из любимых фигур принцессы Селестия – это фигура Икара, приветствующего солнце. Запиши основные имена. Это генерал Firefly, командир Изи Глайдер и любимая фигура принцессы Селестия, фигура Икара, приветствующего солнце. Давай я сейчас нарисую для тебя герб чудо-молний, чтобы ты тоже его запомнил. Итак, смотри, это герб чудо-молний. В основании, конечно же, сама молния, 2 обрамляющих круга, и без чего пегасы не смогли бы летать, крылья. Что ж, а теперь, глядя на рисунки, давай пройдемся по основным моментам. Как расшифровывается аббревиатура ZAP? Земные пони, единороги и пегасы. Верно. Что насчет? Сколько в отряде было, в элитном отряде было пегасов? 7. Верно. А что насчет? Кто был командиром чудо-молний? Командир Firefly. Верно. Из-за чего летунов в итоге прозвали чудо-молниями? Все правильно, видишь, ты уже запоминаешь. Как звали главного хореографа чудо-молний, который также впоследствии сделал летные фигуры? Изи Глайдер. Правильно. А что насчет любимой фигуры принцессы Селестии? Фигура Икара, приветствующего солнце. Да. Мне кажется, что так гораздо быстрее можно запомнить. Хорошо. А сейчас последний вопрос. Назови мне 3 составляющих герба чудо-молний. Молния, 2 обрамляющих круга и крылья. Вот и все.
Видишь, это правда не так уж и сложно. Я уверена, что у тебя все получится. Я могу помочь тебе еще с чем-нибудь, если ты хочешь. Не благодари. Я очень рада, что у тебя все начало получаться. Все-таки ты находишь свой способ запоминания. Наверное, у тебя больше получается запоминать с рисунками, да? Это здорово, ведь тогда ты можешь развивать не только свои знания, но и умение рисовать. Красиво? Да, это точно. Давай я тогда оставлю тебя наедине с собой, чтобы ты повторила материал. И я уверена, ты будешь готова к ближайшему экзамену по чудо-молнии. Давай, Катя. Умничка. Тогда увидимся на занятиях. Пока-пока.